Привет, друзья! Вы на канале Готовим дома. Сегодня предлагаю приготовить пышные и нежные оладьи, как булочки. Они абсолютно без муки, это новый рецепт. Уверяю, вы такие еще не готовили. Масло не впитывают, внутри нежный вкусный мякиш, очень хорошо пропекаются. И тесто готовится буквально за 5 минут. Продукты нам понадобятся самые простые и доступные. В миску разбиваю 2 яйца. Вы можете готовить эти оладушки без яиц, но тогда тесто черствеет быстрее. Добавляю чайную ложку соли без горки, а также 2 столовых ложки сахара. Очень важно не добавлять много сахара, потому что здесь очень важный момент, когда будем жарить оладушки. Если будет много сахара, они будут слишком быстро румяниться и не успеют пропечься внутри. Поэтому сахара лучше добавить поменьше, добавите его уже в виде сахарной пудры при подаче. Также вливаю 250 мл кефира. Кефир я подогрела, это тоже еще один важный секретик. Даже если у вас кефир комнатной температуры, обязательно подогрейте его до чуть тепленького состояния, тогда оладушки получаются гораздо пышнее. Все хорошо перемешаю и всыпаю вместо муки. У меня сегодня манка, будем готовить оладьи на манной крупе. У меня здесь 350 грамм манной крупы. Добавляю манку небольшими порциями и каждый раз хорошо перемешиваю, для того, чтобы в тесте не было комочков и оно получилось гладким и однородным. Я добавила последнюю порцию манной крупы. Посмотрите, вот такая вот густота теста получается. Не забываем, что мы еще оставим тесто немного настояться, чтобы манка набухла, поэтому оно еще больше загустеет. Также чуть не забыла добавить чайную ложку ванильного сахара, чтобы оладушки получились вкусные, ароматные, с ванильным ароматом. Затягиваю миску пищевой пленкой или накрываю пакетиком и оставляю буквально на 20-30 минут, чтобы манка хорошо набухла. Тесто постояло, посмотрите, манка набухла и тесто стало уже более однородным. И еще один маленький секретик: в самом конце я добавляю чайную ложку разрыхлителя. Все хорошо перемешиваю, и после этого тесто больше не нужно перемешивать. Я встречала рецепты, где вместо разрыхлителя добавляют чайную ложку соды. Друзья, если вы добавите чайную ложку соды, тесто получится горьким, поэтому ни в коем случае не сода или в гораздо меньшем количестве, а именно разрыхлитель для теста, если не хотите, чтобы оладушки у вас горчили, конечно же. Перекладываю тесто в кондитерский мешок, можете взять просто плотный пакет или воспользоваться обычной столовой ложкой, как в классическом варианте. Ставлю разогреваться сковороду, наливаю растительное масло. Растительное масло добавляйте по вашему желанию. Кто-то любит жарить в большом количестве масла, кто-то буквально на столовой ложке. Это уже, друзья, на ваше усмотрение. И отсаживаю вот такие оладушки. Когда масло немного разогреется, я сразу убавляю температуру практически до минимальной, для того, чтобы оладьи не горели и успели хорошо пропечься. Поэтому здесь очень важно регулировать температуру. Готовлю оладушки под крышкой буквально 2-3 минутки до красивой золотистой румяной корочки. Аккуратно переворачиваем оладушки при помощи 1 или 2 вилочек и даем им зарумяниться с другой стороны, тоже под крышкой. Огонь, еще раз напоминаю, средний, чтобы оладьи не горели и хорошо пропеклись. Посмотрите, вот такая вот красота, вкусные, аппетитные, пышные, румяные оладушки без муки на манной крупе. Обязательно готовые оладьи выкладываем на бумажное полотенце, чтобы бумага впитала в себя излишки растительного масла. Тогда оладьи получатся не жирными, жирные они только сверху, но благодаря бумажным полотенцам весь жир из них уйдет. Разогреваю еще раз растительное масло и обжариваю еще 1 порцию оладушек. Из этой порции теста у меня получилось 15 оладий. Размер оладушек делайте любой, на ваше усмотрение, как вы больше любите. Можно сделать оладушки большого размера, как такие вкусные, пушистые, пышные булочки. А можно сделать мини-оладушки. Крышку сковороды я протираю от влаги, от конденсата, снова накрываю оладушки и довожу до полной готовности еще пару минут. Посмотрите, какая красота, такие пышные, воздушные, вкусные оладушки, как булочки у нас получились, очень вкусные, румяные, аппетитные. Это просто прелесть. Посмотрите, какие они мягенькие получаются. Без грамма муки вот такая горка пышных оладьев.
Если оладьи впитывают много растительного масла или жира во время жарки, это значит, что манной крупы в тесте недостаточно. А у нас у всех разные продукты, поэтому ориентируйтесь всегда по консистенции теста. Добавьте еще небольшую порцию манки и увидите, как оладьи начнут жариться, не впитывая в себя слишком много масла. А я желаю вам приятного аппетита, надеюсь, что вам понравился этот рецепт, вы сами приготовите его с удовольствием и поделитесь с друзьями, а я буду ждать вас в моем новом вкусном видео. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Подпишитесь на канал, поделитесь рецептом с друзьями, пока-пока и скоро увидимся!